Друзья, всем привет из Гондураса. Всем огромный привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы по-прежнему находимся на острове Роатан. И сегодня мы посетим экзотический парк с животными. А также побываем на частном острове. Вышли с утра из нашего отеля и сегодня отправляемся на одну из главных экскурсий этого острова. Мы поедем смотреть на ленивцев. За нами уже приехал трансфер. Сейчас вместе с Кариной. Карина, say hello our subscribers. Hi, nice to meet you guys. Сейчас с Кариной мы приехали на фабрику, где производят ром. Первое, что дали нам попробовать, это какие-то сладости с различными вкусами. Здесь получается crazy коконат, здесь и ром, и кокос. Давайте попробуем. Очень сладенько, вкусно. Это похоже на какой-то пирожок. Эти сладости можно не только попробовать, но еще и купить. Как видите, здесь очень много вкусов. Стоимость вот такой вот пачки, причем она, знаете, она большая на самом деле, $15. Написано, что у бара можно также попробовать ром стоимостью $35. Прямо с завода его здесь можно купить. Различные вкусы. А еще посмотрите, для любителей сигар здесь также можно их приобрести. И они тоже с различными ароматами. Шоколадный ром, кофейный ром, просто с какими-то специями. Помимо рома на фабрике также есть еще сигары, которые хранятся в специальных сосудах. Они пропитываются ромом. Ну, здесь даже написано либо ром, либо шоколад, либо пряный ром. В общем, вот так это все выглядит. Покажи поближе. Здесь, получается, лежат гранулы, пропитанные ромом, и получается, что сигары сами пропитываются этим ароматом. Да. Можно потом приобрести $8 вот в специальном тубусе сигары. Шикарный вид открывается с обзорной площадки, которая располагается прямо на фабрике. Ну и, конечно же, какое посещение фабрики рома без его дегустации? Конечно, конечно, не могли этого пропустить. Я сейчас выбрала пряный ром. Сладенький вкус. Теперь банановый. Очень насыщенный, кстати, вкус Да, банана, очень вкусный, да. И до этого мы пробовали ликеры с такими различными вкусами, но ром именно я пробовала со вкусом первый раз. Да, очень вкусненько. Единственное, что мы проснулись не так давно. У нас это первая остановка, и с утра ром немножко странно, но теперь пробуем шоколадный. Продолжаем наш алкогольный завтрак. Ну, приятно. Да. Да, немножко похож на кулуа, знаете, такой более кофейный, что ли, нежели шоколадный. Ну да. И последний ром, который мы пробуем, это ром со вкусом сигар. То есть здесь со вкусом листа мадуро. Ну, для ценителей сигар, они, наверное, знают, что это такое. Да, но это не только сигары, это еще с ванилью. Да, получается сигары с ванилью. Ну, давайте попробуем. Ну, интересно. Вкус интересный, потому что сложно описать, да, сигары на вкус. Ну, ванилька чувствуется, да, и какой-то Сигары чувствуют, вот, когда ты аромат интересный. дымишь сигары, вот именно такой вкус он и есть. Да, в Для Центральной Америке я немного пристрастился к сигарам, поэтому сейчас чуть-чуть в этом разбираюсь. Можно даже понюхать этот прекрасный аромат. В данном случае это сигары с ароматом шоколада. Естественно, этот ром также здесь можно приобрести. 35 либо $40 за бутылку, в зависимости от вкуса. Стоит еще отметить, что передвигаемся мы на комфортабельном автомобиле Kia Sorento. И сейчас уже направляемся в нашу следующую точку. Очень быстро мы передвигаемся с точки на точку. Еще 10 минут, и мы приехали к шоколадной фабрике. Morning. Welcome to the Maya Chocolate. I will talk to you a little bit about the cocoa fruit and the benefits. This is the dry cocoa fruit. I'll pass it so you can see it.
Сейчас нам рассказали немного в истории шоколада в Гондурасе. Оказывается, раньше племена майя, которые здесь проживали, даже рассчитывались какао-бобами. Например, за 3 какао-боба они могли купить яйца. То есть любые продукты, потому что этот плод у них очень ценился. Сейчас нам дали темный шоколад и белый шоколад. Сказали, что нужно попробовать вместе. Содержание темного шоколада 70%. Шоколад, кстати, действительно вкусный. Да? Прям... Сейчас нам дают попробовать с кокосом. Не успевай так быстро есть. Cookies and cream and milk. Ну вот видите, съездили на фабрике. Сначала ром, потом шоколад, и вроде как позавтракали. Ну и, конечно же, этот шоколад можно приобрести. Одна плитка стоит $6, 2 плитки $10. Также есть специальные такие красивые упаковочки, в которых хранятся маленькие шоколадки, либо 18 штук за $28, либо вот маленькая коробочка 9 шоколадочек за $15. Вот так это все выглядит. В таком майянском стиле. С шоколадом здесь есть даже фрукты. Например, вот это банан, это дольки ананаса, папайя. Сейчас по дороге на нашу следующую точку мы проезжаем Санди Бэй Бич. Красивый пляж, на котором располагаются и дайвинг школы. Здесь есть и деревья различные, и кэшью, и миндальные деревья. Ну, в общем, красота. Также этот пляж отлично подходит для снорклинга, хотя на острове Роатан почти любой пляж идеален для снорклинга, либо же дайвинга. Сейчас мы приехали в главную точку нашей сегодняшней экскурсии. Это парк с животными, он называется Mayan Eden. Здесь мы можем увидеть и обезьянок, и, конечно же, ленивцев. Сейчас мы проходим к туканам. Говорят, что это национальная птица Белиза, страна, которая находится недалеко от Гондураса, но здесь они также водятся. Непередаваемое ощущение. Вот я стою с туканчиками, которые сидят на моих руках. Смотрите, какие деловые. Вы хорошо смотрите? Вот тут и мне досталось. Подкармливаем туканчика виноградом. Классный вольер с туканами, где можно с ними познакомиться поближе, можно погладить их. Здесь мы видим индюшек и обезьянок белолицых с белыми мордочками. Что за прелесть! Они любят детское питание. Ну, их также здесь подкармливают, и они очень благосклонно относятся к туристам. Она так нежно схватила мою руку. Что-то плохо еще? Как дела? Здесь в загончике мы можем видеть лемура, но, видимо, он сейчас спит. Мы смотримся? Обезьянка пытается, лемурчика. Драка пошла. Боится он эту обезьянку, так бы мы с ним тут нормально полоснились немножко, пообнимались. Какой нежный лемурчик. Всего боится вокруг. Вот у меня тоже немножко есть. Даже боится камеры. Стесняется. Я сейчас с попугаем, который называется Макао,
Вы не представляете, какой он тяжелый и какие у него цепкие лапки. А теперь еще один. До этого был красный, а сейчас зеленый. Оп. Ты тяжелый. Ай-яй-яй-яй, у меня ощущение, как будто я их не удержу, они прям цепляются. Сам парк достаточно большой. Сейчас мы проходим дерево кешью. Животные находятся в загонах. Но загоны просторные, куда могут заходить туристы, общаться с этими животными. Когда вы сюда приезжаете, вам дают личного гида, который вас проводит. Он как бы подкармливает животных, говорит вам, как лучше встать, как лучше сфотографироваться с этими животными. Парк на самом деле очень-очень красивый. Здесь у нас носатики пушистые, которые называются коати. Немножко похоже на енотиков, да? Ну какой у тебя носик, какой носик. Удобно доставать. В парке также присутствует красивый живописный подвесной мост, по которому можно прогуляться, сделать также отличные фотографии. Это боа-змея, она абсолютно не ядовитая, поэтому ее можно спокойно держать. Сейчас мы пришли к главным обитателям этого парка, и это ленивцы. Смотрите, какие прекрасные зверьки. Этот, например, сейчас высасывает влагу из какого-то цветочка, жует его. Ну и, конечно же, с ними можно пообниматься. У них острые когти. Он такой милый. Внимательно следит за камерой. Интересно ему. Да, он медленный. Видишь, у него все движения какие медленные. Не зря их называют ленивцами. Все медленно. Малыш. Вот такие когти у этого ленивца. Схватил телефон, чтобы сделать селфи. Селфи. Какой же он милый. Сейчас мы находимся в оранжерее с бабочками. Здесь очень высокая влажность. Сегодня также на улице жарко, поэтому нам сказали, что много бабочек увидеть не удастся. Но все равно мы здесь прогуляемся по красивой территории. Также нами здесь был обнаружен капибара. Смотрите, друзья, вот пока не убежал. Такой зверек. Оп, все, упрыгал. Капибару мы видели в других странах Центральной Азии. Но здесь мы неожиданно их тоже увидели. Рядом с кошками причем. На острове Роатан очень много контактных парков, где можно погладить животных, с ними пообщаться, насладиться их обществом. Ну и мы рады, что в один из них мы приехали. Мы увидели здесь и ленивцев, что самое главное, увидели попугаев, больших, различных, красивых обезьянок. Я на самом деле не думала, что ленивцы реально такие медлительные, что у них такие заторможенные действия. И еще я думала раньше, что они, знаете, более мягкие, наверное, а у них очень жесткая шерстка. В общем, я так счастлива, что я могла их погладить. Совсем недалеко от парка с животными мы остановились на обзорной точке. Отсюда открывается шикарный вид на остров. Также мы видим круиз, который либо подходит, либо уже уходит с берегов, потому что очень много круизов, которые по Карибскому морю приплывают именно к острову Роатан. К сожалению, из-за того, что здесь близко располагается аэропорт, полетать на дроне не получится. Сейчас мы приехали к красивым буквам с названием этого острова – Роатан. Отсюда открывается вид на море. Второй половине дня мы проехали около 35 минут из Вест-Энда.
на нашем арендованном скутере до местечка, которое называется French Quay 44. Это большой красивый ресторан, а также именно из этого места отплывают лодки на интересный остров красивый. Мы оставим обязательно эту локацию вам ссылкой в описании. А сейчас давайте любоваться. Сейчас мы подошли к ресепшену. Здесь есть информация о различных турах, которые предлагает остров Little French Quay. Сюда можно отправиться как в туре за $69, и максимальный тур это 220, вот наверху VIP Package. Также есть варианты за 118, 109, 108. Мы взяли себе тур за $98. Он включает в себя 2 напитка, 1 блюдо, снорклинг, каякинг и падлборд. Также включает в себя трансфер на лодке туда и обратно до этого острова. Ну и еще посещение небольшого центра с животными. Также нам выдали купончики на напитки и еду. То есть у нас включены 4 напитка и 2 основных блюда. Интересно посмотреть на этот остров, потому что я слышала о нем много историй. Раньше здесь еще обитали ягуары, другие животные, с которыми можно было искупаться. Но потом на целый год этот курорт закрылся, потому что на них подали в суд. Сейчас все решилось, и мы будем отдыхать там. Little French Quay находится совсем рядом с островом Роатан, поэтому будет нам буквально 3 минуты, и будем на месте. Ты была права, 3 минуты, и мы на острове. Здесь нас встречают красивые, мы видим, животные, павлины, да? Вау. Кого еще мы здесь видим? Ну, пока только павлинов, которые распушили свои хвосты. Сейчас заказали себе коктейли. Здесь есть небольшое меню, из которого можно выбрать различные напитки. Я взяла себе Багаму-Маму, а Кирилл выбрал себе Майтай. Да, также мы взяли уже основные блюда. Покажем вам, чем здесь кормят, потому что мы сейчас очень голодные. Ну а уже потом будем исследовать остров. Нам принесли наши блюда. Посмотрите, здесь у нас есть креветочки, салатик, рис, различные чипсы, курочка. Но я думаю, что мы наедимся. Очень плотный обед. Помимо основных блюд стоит отметить здесь еще коктейли. На самом деле очень вкусные, и алкоголя здесь не жалеют. Кирилл. Поэтому не только павлины здесь, еще и смешные хряки. Также мы видим каких-то белок. В общем, очень много животных, которые просто гуляют по острову. Прекрасно. Все, теперь мы перекусили. Мы теперь не голодные и готовы исследовать остров. Опять же таки мы сразу же видим большой стул. У них почему-то, да, в Центральной Америке мы не в первый раз видим, в Гондурасе именно. В Гондурасе именно кресло ставят с названием острова, города. Да, с названием местности, в которой мы находимся. Сейчас покажем вам этот огромный стул. В нашу программу включен снорклинг-тур. Вот мы как раз успеваем на 2 часа 10 минут. Поэтому чуть позже сюда подойдем. Вода здесь очень красивая, бирюзового цвета. Мы еще не купались, но мне скорее не терпится это сделать. Но сначала прогуляемся по всему острову.
Сейчас мы прогуливаемся, смотрим на животных, которые здесь есть. Вот черный свин, да, небольшой. Павлин большой, красивый. Так, привет, привет. Видимо, по какому-то принципу некоторые животные все-таки в загончиках находятся, а некоторые свободно гуляют по территории всего острова. Как-то их выпускают, потому что мы видим даже многие клетки пустые. Видимо, как раз прогулку у них. Либо вот видите, некоторые клетки открыты. Но вот голуби, петушки сейчас, допустим, в клетке. Они кушают, но никто не запирает от них клетку. Сейчас мы проходим еще один вольер, в котором расположились ягуары. Но они у себя в домике отдыхают чуть поодаль. Попробуем подойти поближе. Что у нас за красавица здесь отдыхает? Киса. Так. What? Ничего себе! Я впервые так близко вижу ягуара и даже могу дотронуться до ее лапок. Ого, смотри, здесь и обезьянка Ого. бегает. Из клетки выбралась. Аккуратно нужно с ней быть. Гуляет тут как у себя дома. Ну, собственно говоря, она и есть у себя дома. А тут мы увидели львицу. Никого иного, как львицу. Такой он спокойно выглядит. Гуляя по острову, увидели очень много животных. И свинку, обезьянку, львицу увидели, естественно, ягуара. Кстати, вот в пакет, который подороже, стоит, входит, включено отдельное купание именно со свинкой, правильно? Да, за $220. Также, если вы заплатите просто $20, можно покупаться со свиньями. Ну, то есть вот такое вот интересное развлечение. Раньше можно было с ягуарами, а сейчас вот лишь свиньи. Сейчас специально на окошке взяли снаряжение, маску и трубку для снорклинга. Нам сказали, что рыбки здесь водятся. Правда, сейчас они, скорее всего, спят. Ну, немножечко поплаваем, искупаемся в любом случае и посмотрим. Ну, давайте так, чтобы искупаться здесь, поплавать, насладиться морем, то супер. А чтобы поснорклить, все-таки нужно ехать к рифу. Именно такое приключение у нас было в прошлый раз. Если вы не смотрели наше видео, обязательно переходите по ссылочке, смотрите наш прошлый выпуск с этого острова. Там был настоящий снорклинг. Здесь у нас плавает принцесса-малышка. Кирилл, ты видел, как она сделала? Не обязательно кричать. Оператор рядом, оператор рядом. Давай 5. Давай пятюню.
Соскучилась по людям она, видимо. Ага. Выглядит достаточно добреньким, да? Да я даже не знаю. Хищник все-таки. Окей. Узнала имя этой свинюшки, оказывается, ее зовут Барби. Она более милая и добрая. Заказали еще пару коктейльчиков, кровавая Мэри и у меня Маргарита. Делают коктейль, надо сказать, очень круто, очень качественно. Да, чувствуется и томатный сок, и перчик, и сальса какая-то дополнительная. Да, добавляли много ингредиентов. Ну и Маргарита, все-таки текила, очень много лайма. Коктейли очень вкусные. Давай попробуй сейчас. Угу. А я у тебя? У тебя сладенько очень. А у тебя очень густой, мне прям очень нравится. Ага. Кровавая Мэри прям топ. Похоже на гаспачо на суп, да? Наконец-то мы увидели белого павлинчика, который также распушил свой хвост. Несмотря на то, что мы провели здесь несколько часов, мы успели охватить не все активности. У нас остался еще и САП, катание на доске, также еще каяк. Но просто на все у нас не хватило времени, потому что мы сюда приехали не с самого утра. Вам, кстати, рекомендуем, если будете здесь приезжать именно с самого утра. Здесь есть где искупаться, есть что посмотреть. Самая главная фишка этого острова — это, конечно же, животные, которые здесь гуляют, павлины красивые. Да, они иногда ходят и спускают свои хвосты, за ним пока побегаешь, вот и время все пролетело. Поэтому всем рекомендуем посещать и остров Роатан в Гондурасе, а также Little French Cay. Мы даже себе представить не могли, что на острове Роатан столько интересных экскурсий, парков, частный остров. Обязательно сюда приезжайте и смотрите, это прекрасное место. Да, мы здесь последний день, но с Гондурасом не прощаемся. Впереди еще будут выпуски из Гондураса, поэтому, ребята, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Не забываем про лайки и всем до новых встреч, всем пока! Всем пока, ребята!